Сегодня мы с вами разберем, в чем же разница между BOSS и чок. Научимся верно их определять, ведь именно они помогают правильно определить структуру, а верная структура помогает нам торговать в одном направлении с крупным игроком. В видео про правильный откат мы научились верно находить коррекции. И из этих коррекций мы можем составить вот такой вот зигзагообразный график. Именно здесь мы и будем учиться искать BOSS и чок. И как всегда на графике первое, что мы с вами должны искать, это побуждение. В данном случае первое побуждение будет находиться у нас здесь. О чем нам говорит побуждение? Побуждение говорит о том, что если цена пробивает данную ликвидность, мы имеем право поставить точку внизу. И после того, когда цена откатится ниже, именно здесь мы и образуем точку. Эта точка будет называться BOSS. BOSS расшифровывается как Break of Structure, дословно это слом структуры. Это обозначение продолжения тренда, когда цена обновляет предыдущий более высокий максимум или минимум, в зависимости от направления продолжения тренда. Соответственно, здесь мы видим, что мы снимаем ликвидность с ADM и продолжаем движение ниже. Соответственно, мы подтверждаем то, что в данном случае у нас была верхняя точка, и мы получили нижнюю точку. В данном случае тренд у нас идет вниз. После того, как мы сделали BOSS, мы получаем первый откат, но этот первый откат у нас не обновляет никакую ликвидность. Соответственно, он продолжает свое движение ниже. И, казалось бы, наверное, вот здесь необходимо ставить BOSS. Но ни в коем случае здесь BOSS ставить нельзя. BOSS у нас ставится только после того, как мы пробили IDM. В данном случае данная точка будет называться Fake BOSS. И очень часто в Smart Money именно данную зону определяет как новую структурную точку, и после чего данный откат также определяют как структурную точку. И в данном случае очень часто считают, что тренд у нас развернулся. Но мы же с вами знаем, что данный откат есть не что иное, как IDM. Соответственно, данное выделенное значение ни в коем разе нельзя использовать. Только после того, когда мы пробиваем наше побуждение, после этого при пробое нижней точки мы можем с вами получить BOSS. При этом, когда мы с вами пробили данный BOSS, мы можем отметить с вами верхнюю точку. Данная зона будет выступать как зоной, по пробитию которой у нас и будет чок. Чок дословно расшифровывается как смена характера. Это обозначение изменения тренда. Соответственно, в данном случае при пробое цены данной зоны у нас будет смена характера. На данном примере мы увидим, что цена пробивает наше побуждение и спускается ниже. Соответственно, дальше мы обозначаем новый BOSS. И еще раз повторю правило, BOSS у нас определяется именно после того, как мы получили новую ликвидность. В данном случае у нас была нижняя точка BOSS здесь, мы сделали откат, пробили нижнюю структуру, и уже с этой точки у нас начинается отсчет определения нового босса. Соответственно, мы дальше смотрим в этом диапазоне. Цена также реагирует с ADM, пробивается вниз, и мы получаем данную точку. Если бы цена не пробила данную зону, данная точка также называлась бы фейк-боссом, и мы не имели бы права ставить здесь босс. Мы бы ожидали пробой данной точки, и только после этого мы бы подтверждали босс. Думаю, с этим все понятно. В данном случае у нас было пробитие цены данного IDM, после чего мы получили босс. И когда мы пробили босс, мы имеем право поставить новую структурную точку. Сейчас мы с вами познакомились с боссом и фейк-боссом. Однако у нас бывает такая ситуация, когда наш IDM все спускается, и вроде бы мы перенесли его с одного места на второе место, здесь сделали слом, но при этом не обновили нашу структурную точку снизу. И что будет, когда мы с вами пробьем данную точку? То есть данная точка является нашим структурным максимумом. И при пробое данной структурной точки мы получаем не что иное, как смену характера. То есть первоначально у нас было движение вниз, полностью шортовое, и мы искали с большей вероятностью точки в шорт. Однако после того, как мы пробили данный хай, данный структурный хай, наш тренд поменялся. И сейчас мы с вами ищем точки в лонг. Итак, мы пробили IDM, и после этого мы сделали чок. То есть мы в данном диапазоне не спустились ниже, да, то есть не пошли вот так, а мы пошли вверх. Соответственно, первая реакция при данном минимуме и максимуме была именно с хаем данной точки. Соответственно, мы получили реакцию вверх,
И сейчас IDM мы начинаем отрисовывать, исходя из лонговых настроений. Поэтому наш первоначальный IDM здесь, и когда мы уже пробили high, он находится здесь. Только после того, как мы пробиваем IDM, мы имеем право поставить верхнюю точку. Именно при пробое данной верхней точки мы будем отмечать босс. Сейчас мы видим следующую картину. В данном случае low у нас находится здесь, high находится здесь. При пробое данной точки вверх и при условии, что мы получили IDM, мы отмечаем то, что у нас структура продолжается восходящая, и мы ищем новый босс. Если бы цена пошла вниз, то мы бы констатировали факт о том, что снова у нас случился чок. Смотрим дальше. Цена у нас собирает IDM, делает новый босс, и сейчас мы с вами ищем новый IDM. В данном случае у нас есть первый откат, однако произошло обновление максимума. И что в данном случае мы видим? В данном случае мы видим, что у нас снова появляется фейк-босс. Данная точка ни в коем случае не может отмечаться как босс. Данная точка у нас является фейк-боссом, соответственно, мы ждем продолжения снятия ликвидности с нашего IDM. И в случае, если мы пробиваем здесь IDM, то только после этого данная точка становится боссом. Но именно вот это место, оно ни в коем случае не может быть боссом, поскольку внизу у нас не было никакой ликвидности. У нас не было никакого правильного отката. Именно для этого мы с вами и учились рисовать правильные откаты. Если вы не знаете, что это такое, обязательно посмотрите видео внизу в описании. Мы получаем с вами движение вниз, снимаем ликвидность, и у нас образуется новая точка. В данном случае у нас образуется новый босс. Именно при пробое данной зоны у нас и будет отмечаться босс. То есть нам необходимо было снять какую-то ликвидность. В данном случае мы снимаем данный IDM и движемся выше. Мы пробиваем данную точку выше, поэтому мы ставим точку снизу. И в случае, если мы с вами пробьем вот этим движением вниз, то мы будем говорить о том, что у нас сменился характер. Но на данном этапе у нас этого не происходит. На данном этапе мы видим не что иное, как новый фейк-босс. В данном случае у нас также есть фейк-босс, и у нас есть просто первый правильный откат, после чего только мы пробиваем движение вверх. Однако и данная точка у нас также является фейк-боссом. То есть вы видите, что если бы этим движением мы пробили данный IDM, то только после этого мы бы говорили, что да, данная точка будет выступать как босс. Однако данного момента у нас не произошло, соответственно, мы наш IDM переносим выше, и именно после пробоя данной точки у нас будет подтвержден босс. Пока мы не пробили IDM, наш босс не является подтвержденным. Наш босс является фейк-боссом. И в данном случае наша локальная зона будет выступать вот таким образом, до момента, пока мы не нарисуем босс. То есть мы вверх будем перетягивать выше, выше и выше. И при этом наш чок, он также будет постоянно перетягиваться. Первоначально наш чок был здесь, по пробою данного чока, сразу же внизу у нас образовался медвежий чок. Если цена пробивается вниз, то у нас меняется характер, и мы будем искать движение в шорт. Однако данного не происходит, и мы передвигаем наш чок выше. После того, как мы образовали новый босс, пробили IDM и прошли выше, мы переносим наш чок дальше и ждем движения выше. И после того, как мы пробиваем данный чок, мы будем говорить о том, что наша структура изменилась, и в данном случае мы будем искать именно движение в шорт. А сейчас давайте разберем некоторые секреты босса и чока, которые очень сильно вас могут ввести в заблуждение. В данном случае мы с вами видим индасмент. У нас есть движение вниз, откат, после чего произошло еще одно движение вниз. И данная точка у нас выступает первой ликвидностью. И казалось бы, наверное, нам необходимо поставить сразу же здесь босс, поскольку мы получили движение вниз, и именно данная зона у нас будет являться новым IDM. Но не все так просто. Поскольку наша свеча 1, она пробивает минимум данной белой свечи и закрывается выше, данный босс не подтвержден. Он также является фейк-боссом. Соответственно, в данном случае мы переносим IDM выше и ждем дальнейшего развития цены. А чего конкретно мы будем ждать? Это то, чтобы следующая либо белая, либо любая другая дальнейшая свеча закрылась полнотело под нашей свечой 1. И именно на ту точку, где цена закрылась полнотело,
на тот правильный откат. То есть после него может еще быть движение, и именно на него мы будем переносить нашу точку. В данном случае мы предполагаем, что цена закрывается здесь, и именно здесь у нас будет босс. И IDM в данном случае будет переноситься в данное место. Сейчас давайте разберем еще вот такой пример. То есть я вам уже говорил о том, что у нас иногда босс свипается, и следующая свеча может также его свипать. Может быть и третья свеча со свипом. И пока мы не сделаем вот такого вот формата движения, наш босс все равно будет неподтвержденным. И мы будем постоянно переносить IDM за нашим боссом. В данном случае, если мы оставляем такую формацию, здесь у нас босс будет подтвержденным, мы его переносим в данную точку и получаем подтвержденный характер движения. Точно такая же система переносов локальных минимумов с одного места на второе касается и чока. А сейчас давайте рассмотрим это все на графике. Это наша пара фунт-доллара 15 минут. Итак, мы с вами видим, что у нас есть верхняя точка, у нас есть первый правильный откат, после чего мы с вами имеем право поставить наш босс. И именно пробой данной точки будет говорить о том, что мы пробиваемся ниже, и наша структура продолжает быть шортовой. Мы имеем некий откат, после чего цена свипает нашу предыдущую точку. В данном случае данный босс не является подтвержденным, и мы будем ожидать реакцию на вот эту свечу. Наша задача увидеть полнотелое закрытие свечи за вот этой свечой. Соответственно, после того, как наша следующая свеча пробивает минимум, полнотело закрывается, мы переносим IDM, в данном случае у нас просто IDM и правильного отката не было, поэтому мы ищем в данной зоне правильный откат, первый правильный откат находится у нас вот здесь. И таким образом наша точка босс переносится отсюда, от первоначального свипа предыдущего босса, сюда. Наш хай находится здесь, наш лоу находится здесь. Смотрим с вами дальнейшее движение цены. В данном случае мы видим, что цена двигается выше-выше, получает какую-то небольшую реакцию от нашего крайнего ордер-блока, но данной реакции не хватает для того, чтобы пойти по структуре ниже, и мы пробиваем нашу верхнюю точку, соответственно, у нас происходит чок, это является сменой характера. И сейчас наша задача искать лонги. После того, как мы пробиваем данную точку, наша следующая задача найти первый правильный откат. Именно в данной зоне у нас первый правильный откат находится здесь, но мы видим, что цена идет выше и не взаимодействует с правильным откатом. Дальше цена вот здесь вот образует правильный откат, и вся структура, в которой мы сейчас работаем, находится здесь. При этом мы видим, что у нас внутри также есть подструктура, но с данной подструктурой мы не работаем. У нас есть старший таймфрейм 15 минут, данная структура рассматривается как контртрендовая. Подробнее о том, как с контртрендовыми структурами работать, будет в следующих видео. А сейчас мы разбираем, что такое босс и чок дальше. И после того, как мы сняли ликвидность данного стимула, мы еще немножко откатились вниз и пошли на пробой данной структуры. Однако здесь мы видим, что у нас точка почему-то верхняя находится здесь. Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь. В нашем телеграм-канале я выставлял квиз с данным вопросом и уточнял, где будет правильная точка. И всего лишь 38% ответили верно. Соответственно, я бы хотел более подробно прояснить данную ситуацию. Первоначально, когда у нас есть верхняя точка здесь, мы видим, что данная свеча свипнула нашу данную точку. И мы наблюдаем за реакцией по данной свече. Следующая свеча также свипнула нашу предыдущую свечу и закрылась ниже. Мы переносим точку. Видим, следующая реакция точно так же произошла. Мы переносим наше внимание выше. Здесь был перенос также. Здесь перенос также. Здесь перенос также. И только в данном месте мы сделали настоящий босс. Соответственно, мы переносили нашу верхнюю точку отсюда, потом сюда, 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 и наконец-то мы дошли сюда. В данном случае перенос состоялся 1, 2, 3, 4, 5 на шестую свечу. Такое бывает не всегда, но иногда данное правило очень сильно поможет вам, потому что, скорее всего, здесь вы искали бы правильный уже откат, у вас был бы чок, и вы получили лишний стоп. Очень не хочется получать на рынке лишние стопы. Соответственно, здесь структура у нас лонговая, и мы можем довольно неплохо работать на продолжение движения. Итак, смотрим дальше.
У нас был IDM, мы пробили данный IDM, немного откатились и пошли выше. Пошли выше и сразу подтвердили наш босс. Здесь мы четко переносим точку и оставляем ее в покое. Наблюдаем дальше. Дальше у нас есть движение вверх, и правильный откат заканчивается здесь. После чего цена не реагирует, делает новый хай, и у нас появляется следующий правильный откат. Цена делает движение вверх, формирует новый IDM, после чего его пробивает. Но на новостях цена валится вниз и делает наш чок. В данном случае мы видим вот эту свечу. Она закрылась телом вниз. Соответственно, она сразу же подтвердила наш чок. Если бы данная свеча закрылась вот в таком формате, если бы мы увидели вот такое движение, данная свеча не подтвердила бы чок. Она бы просто его свипнула, и мы бы ожидали реакции следующей цены. То есть в данной точке наш чок перенесли бы вот сюда и ожидали движения дальше. Следующую свечу мы бы увидели, она также бы свипнула данную точку, переносим ниже, снова свип, переносим ниже, и здесь, только в данном месте, у нас бы подтвердился чок. Это очень важное правило, прошу его обязательно запомнить. И дальше мы работаем по структуре уже в шорт. Мы с вами видим дальнейший откат, здесь нет правильных откатов, поэтому в данной точке у нас появился только первое движение, очень сильная реакция на новостях, откат, движение вниз, видим сразу же правильный подтвержденный босс, ждем реакцию на IDM, видим реакцию на IDM и снова движение вниз. В данном случае наш босс будет подтвержден не после пробоя данной свечой, а именно после того, как цена закрылась телом ниже, чем предыдущий лой данной свечи. Вот таким образом у нас определяется босс и чок на графике. Если вы немного потренируетесь, вы поймете, что это не так уж и сложно. Но данный навык очень сильно поможет вам торговать по тренду и зарабатывать деньги.